Привет! Еще пару дней назад я снял видео, в котором сказал, что в зарубежном комьюнити словом педофил стали буквально ругаться, нарекая каждого встречного столь порочным термином. И вот буквально в тот же день это произошло снова. Будет ли в этом видео просто тупой пересказ ситуации с Джастом и очевидные выводы? Почти не будет. Будет ли в этом видео приватная сторона ситуации и то, что осталось за кулисами? Да, будет. Ну и самое что главное, выясним, кто в этом сраче больше мудак. Начинаем. Для вас эта ситуация выглядела так, как камень с небес на голову всем свалилась информация, что наше комьюнити можно поздравить с первым педофилом. Для меня она выглядела несколько иначе, но об этом позже. Для тех, кто в танке, ФНМ постит серию скриншотов в Твиттер, которые можно поделить на 4 типа. Первый скрин про педофилию, эротическое общение, угрозы страйками, скрины, где Джаст, прости меня, Слава, несет какую-то херню. Что меня сразу смутило, так это отсутствие должного контекста. Вот, например, этот скрин с угрозами. Бережно обрезано все, что было непосредственно до самой угрозы. Причем прямо на фотографии упоминается то, как они о чем-то договорились, но мы этого не видим. Получается, что они пришли к какому-то соглашению, и уже после этого Джаст начал быковать? Так что ли? Да ну бред какой-то. Опять же о педофилии. Там вообще глухо обрезанный с обоих сторон скриншот, из-за чего понять, в каком контексте и насколько серьезно это было сказано, представляется невозможным. В общем, какое-то хероватое начало. Лично для меня все вышеперечисленное это уже повод просто улыбнуться и пролистнуть твит. Но не для толпы обиженных жизнью ГДшеров. 3500 лайков дали о себе знать, и вот мы и начали с вами диалог на эту тему через экран. Но сначала немножко предыстории. В ноябре 2021 года ФНМ мне буквально на ровном месте предложил посмотреть на что-то интересное. Я согласился, и там был тот самый скриншот, на котором Джаст делится с ФНМом желанием заполнить пустоту в его душе чем-то липким и теплым. Опять же, как по мне, просто какая-то детская ситуация, да и сам ФНМ не выглядел как жертва. Написал, мол, бывают вещи, о которых просто хочется подальше. Писал он-то без каких-либо депрессивных мотивов, по крайней мере я их тогда не разглядел. А теперь, оказывается, его подвергали сексуальному насилию. Но не поверю я в то, что можно на полном серьезе читать какие-то странные сообщения от 16-летнего чела, живущего за тысячи километров от тебя, чем-то страшным. Айсет Кейв мне это объяснил тем, что ФНМ слабый человек. Прикольно. Но это его проблемы. По поводу Айсет Кейва. Несколько позже вышеописанных событий он со мной связался и заявил, что Джаст еще и педофил, но никаких скриншотов не предоставил. Самое что смешное, сделал он это примерно в тот момент, когда я бомбил на его компашку в ЛС тем самым Джастом. Так что я даже поделился. Вот вам скрин. Потом снова заиграла эта песня про жертву сексуального насилия, которую Джаст держит в подвале под угрозами страйков. Но тогда Айсет не хотел говорить, кто именно это был. Но вот только я людей насквозь вижу и тут же обо всем допер. И несмотря на все сообщения Айседа о том, насколько сильно он не хочет срача, я понял. Остается лишь облокотиться на кресло и ждать дня X. Так вот, к чему весь этот рассказ? Помогаю младшей аудитории сделать выводы. Мотив — это та херня, которая появляется до поступка, в нашем случае до поста в Твиттере. И тут мотив для меня предельно ясен. Личная неприязнь группы лиц, которая возникла на почве этих угроз и ситуации с Ачероном, где Айсет Кейв, напоминаю, был вторым хостом. Я думаю, за кулисами все было так. Айсет подкидывал эту еще секретную на тот момент инфу разным челам из окружения ФНМа, чтобы слабохарактерного в итоге было проще подбить на этот поступок, который он в итоге и совершил. Ладно, переходим к самому анти-экспоузу. Честно, название видео немного кликбейт. Джаст виновен, но просто совсем не в том, в чем его обвиняют. Я считаю, что есть огромная пропасть между тем, чтобы просто нести какую-то херню в ЛС и тяжким моральным и уголовным преступлением. В итоге, в чем Джаст реально виноват, это абсолютно беспричинное несение кучи откровенно тупых вещей. Ну типа Слава, камон, нахера было все это писать про 11-летнюю девочку, про взятки и так далее. Тем более ситуация с Чароном вроде бы должна была тебя научить тому, что ты плохо воспринимаешь хейт кучи людей. Ну да ладно, мы сегодня не об этом. Начнем с ГМД педофилии. Этот вопрос можно вообще сразу закрывать, говорить про него бесполезно. Никаких реальных пруфов про приставание к малолетке нет и быть не может, это просто пустые слова.
Аргумент за то, что это реально было, слова Джаста. Аргумент за то, что этого не было, тоже слова Джаста. И тут уже выступает личностный фактор. При всей моей любви к Славе есть у него такая черта. Любит он рассказывать невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Так что тут я склоняюсь к тому, что Джаст скорее всего не педофил. Ну и по этой же теме к новостям из дурки. Вон какой-то ютубер за неимением должных доказательств вины Джаста в педофилии решил пойти другим путем и изготовил их самостоятельно с помощью кода элемента. Неплохая смекалка, настолько, что это осудил сам ФНМ. Ладно, идем дальше. Гангстерские истории. Процитирую Джаста. «Я бы тебя, сучку, не умолял оседлать мой шланг, если бы хотел изнасиловать. Не знаю, что там по взяткам с британской полицией. Ладно, я тебя услышал. Пойду закажу девушек, не обремененных социальной ответственностью. У меня есть бабки. Так что почему бы не устроить немного веселья на моем жезле?» Ну и чтобы к такой херне серьезно относиться, могут быть только два варианта. Либо ФНМ реально больной, либо он просто очень искренне хочет поднасрать Джасту любыми методами, даже такими. Дальше. Киберизнасилование. Какого хрена? Тебе не нравится, что чел пишет про слезы и семя? Так кинь его в ЧС. ФНМ в ЛС в 2021 году не показывал никаких признаков какой-либо травмы и так далее. А тут внезапно оказалось, что это его задело до глубины души. Я даже говорить на эту тему не хочу. Такой бред. Сразу следующий пункт. ГМД угрозы. Об этом я уже говорил, что контекста как-то маловато, чтобы делать выводы о правомерности такого поведения Джаста. Меня больше смущает другое. ФНМ реально такой тупой или прикидывается? Я, конечно, все понимаю, но не знать базовых вещей в ютубе, будучи у руля канала почти на 100к подписчиков, это жесть. Поясняю, кинуть страйк на левел невозможно, потому что любой левел принадлежит роптопу. Можно кинуть страйк за украденный видос, потому что видос снял ты и он принадлежит тебе. У ФНМа все видосы свои. Единственный способ кинуть ему страйк — это Content ID, который может ошибиться и из-за схожести видео посчитать ролик украденным. Но такой страйк сразу отзовут после первого же обращения в техподдержку, а канал страйкнувшего снесут нахер за нарушение условий использования ютуба. В итоге единственный человек, который реально может кинуть страйк ФНМу, который не снимут, это я. У меня есть свои методы, и я собирался это сделать, но знаете, кто меня остановил? Just a GD Player. Вот так сюрприз-сюрприз. Вопрос ко всем, кто все это время называл его мразью. А стала бы мразь буквально спасать жопу человеку, оклеветавшего ее? На этом аргументы в посте заканчиваются, но не заканчиваются в ЛС. Я просто хочу, чтобы он ушел. Он не заслуживает своей аудитории. Вот такие пироги. Это в очередной раз подтверждает мою догадку о том, что в основе всей ситуации лежит именно личная неприязнь и банальное желание поднасрать человеку, который обидел ФНМа. Но вообще, мое итоговое мнение, оба просто страдали какой-то херней и не более того. Какая-то откровенно детская ситуация, она просто глупая, она вообще не заслуживает той огласки, что она получила. Но имеем, что имеем, и идем дальше. Жена говорит: ФНМ, все бычат на Джаста из-за того, что он якобы педофил, но никаких пруфов на это предоставлено не было. Какого хрена? Ответ: убил. Я никогда и не говорил, что он педофил. Сказочный долбоеб. Дальше мы еще немного пообщались и выяснилось, что педофилом он Джаста не только не называл, но и не считает. Зато считает мудаком и мразью. И вот вопрос. Если ты его не считаешь педофилом, зачем прикрепляешь глухо обрезанный скриншот, посмотрев на который любой неподготовленный человек скажет: педофил? Так еще никак это не отмечаешь. Ну ладно, оставил бы ты шпаргалку в посте, мол, нет никаких пруфов на это, педофилом его не называйте раньше времени. Очевидно, что если бы там не было этого скриншота, то пост бы не получил и доли всей этой огласки. Потому что тогда это была бы просто подборка обычных тупых сообщений. Очевидно, что движок всей этой ситуевины, за счет которой ты сейчас набираешь аудиторию, это именно самый первый скрин про педофилию. Ты просто в наглую пытаешься снять с себя ответственность за то, как подал информацию, что является твоей зоной, сука, ответственности. Когда Айсет узнал, что от меня сейчас полетят страйки, он уломал ФНМа сделать новый пост, в котором тот уже попросил отнестись к скриншоту с долей сомнения. Офигенно, тут есть логическая ошибка. Приведу аналогию. Ты снимаешь хату и забыл там закрыть кран, и он затопил нахер всю ту квартиру. Когда тебе сказали возместить ущерб, ты пришел и просто закрыл кран. Пойми, твоя проблема на этом отрезке времени уже не то, что ты забыл закрыть кран, а то, что вся квартира в воде. Решение проблемы не соответствует нанесенному урону, и если бы он реально хотел что-то исправить, снес бы
изначальный пост и уже на YouTube, где больше аудитория, залил бы ролик с просьбой остановить беспредел. Вернемся к аналогии с краном и водой. Пока в квартире вода, она создает новые и новые проблемы. Топит соседей, портит паркет, выводит из строя электронику. Сечете? И вот уже после попытки ФНМ объясниться, после того, как он закрыл кран, из могилы внезапно восстал Зоброс и сделал про это пост, где назвал Джаста педофилом. На вопрос, какого хера? ФНМ ответил: а в чем моя вина, что люди не умеют читать? Отвечаю тебе, ФНМ, в том, что ты очень интересно подал информацию, а это, как я уже и говорил, твоя зона ответственности. И тут у тебя вилка. Два варианта, и оба херовые. Либо ты тупой как пень и не понял, что творишь, либо ты поступил откровенно как мудак, осознанно загнав человека в такую ситуацию, когда его называют педофилом. Выбирай сам, мы созданы свободными. Что будет дальше? Ничего хорошего. Все схавали это, и тут можно сделать мало что. Причина – ГМД стада. Даже если выдернуть какого-нибудь зарубежного ГДшера из стада в ЛС и объяснить ему ситуацию, он скажет: Да, я понял. а потом внезапно продолжит говорить то же самое. Потому что у них по-другому и не бывает. Либо ты со стадом, либо ты изгой, и это неприемлемо. Как я уже и говорил, за рубежом комьюнити другое. Состоит по большей части из маргинальных слоев общества. И кроме этого самого ГД-комьюнити у них ничего толком-то и нет в жизни. Поэтому свое место в стаде для них всяко ценнее таких приземленных вещей, как логика и банальная мораль. Кому они нужны? Говорит, мол, злобный Джаст готов в любую секунду кинуть страйки, поэтому добейте мне 100к побыстрее. Мол, там после галочки откроется элитная поддержка верифицированных авторов Ютуба, которая словно Гераклов щит защитит его от несправедливых страйков. В этой истории есть огромная брешь. Если та поддержка реально такая волшебная и всемогущая, а обычный чат для авторов ему ничем не поможет, почему бы Джасту не закинуть ему страйков прямо сейчас? Да столько ему еще переть и переть. Была бы у Славы возможность, он бы ему 100 раз уже канал снес. Но, как я и говорил, это просто невозможно. И последний гвоздь в крышку гроба этой клоунады, Джаст попросил меня, человека реально способного убить канал ФНМа, не кидать ему страйки. Перестанет ли наш английский коллега после вот такой информации пиариться за счет ситуации и сообщит ли о фактическом ее завершении? Покажет время. Спасибо, что посмотрели это уютненькое видео. Вообще тема обширная, ложное обвинение, культура отмены всех подряд и так далее. Про это кто-нибудь должен снять масштабный видос, и пускай это буду я или Эрили. Поговорить есть о чем, так что ждите, будет круто. А еще заходите на мой бусти. Я прямо запарился и хорошо его оформил, и это самый верный способ поддержать выход новых видео в условиях полного отсутствия надежды на монетизацию. С вами был ГМД Вернам, а.к.а. Гнилая Гадюка, а.к.а. Дурные Замыслы, а.к.а. Николай Скребущийся Огниль. Всем удачи!